Привет всем! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Посмотрите, какой мне интересный подарок вчера сделали наши постоянные клиенты. Ну, во-первых, это бусы вот такие вот длинные, с разноцветными натуральными камнями. И вот такая вот сумочка. Сейчас я ее достану. Сумочка с вышивкой. Точнее, правильнее сказать, клатчик. И вот именно вот с такими вот клатчиками индианки ходят, когда они в саре. Помните, мне недавно Артур сделал замечание, что моя сумка через плечо не подходит, она нехорошо смотрится вместе с сари. А вот это вот как раз то, что надо. Вот еще ручечка вот такая вот коротенькая под жемчуг. Так что у меня теперь весь набор. Захочу нарядиться в индийском стиле и буду смотреться действительно как положено. Соответствовать всем канонам моды. Мы сейчас вместе с Парамом. Артур, закроешь дверь, хорошо, на ключ? Поднимемся наверх, вместе с Парамом отнесем чай нашим работникам. Артур, мы котов кормили сейчас курицей свежей. Они корм уже и смотреть на него не хотят. Закрой, пожалуйста, дверь на замок. Я, кстати, в бусах. Вот. Вот эти вот наши постояльцы. Фиш. Ача? Мы их угостили рыбой жареной. Говорят, очень вкусно. Хорошо. Ну, спасибо, я рада. Так, Парам, подожди, wait. Я ж хочу... Ай, боже мой. Надо аккуратно, чтобы не споткнуться. Парам говорит, тихонечко, не спеши. Не спеши. О, красота. Вы только посмотрите, все здесь уже пошпаклевали. Еще пару дней, наверное, и будем уже плиточку класть. Вот Сангита. Пару дней назад приходила к нам сюда ее дочка, small daughter, младшая дочка. А старшую я так и не видела. Жалко, что я тогда не сняла на видео, но еще будет возможность. Мы же к ней в гости еще собираемся. И он show something. Ты хочешь что-то показать? Спрашивают, как тебе бусы? Говорит, бусы понравились. Я говорю, ну да, понравились, красиво. Я специально сейчас надела, чтобы им сделать приятно. Конечно, под это платье они не очень подходят. Я все прекрасно понимаю. Ну, да, спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Так, ну идем. Now we go garden. Идемте в парк. Да, мы взяли. Сейчас будем запускать. Видео на этом дроне. Ну а сейчас мы всей семьей пришли в парк для того, чтобы запускать наш квадрокоптер и сделать красивые кадры. Артур уже много раз запускал возле дома, ну какую-то ерунду нас снимал. Но хочется действительно, да, запечатлеть что-то красивое. Давай. Смотрел нашу предыдущую серию, знают, что мы ездили в Мумбаи, мы проделали долгий и нелегкий путь, и все ради того, чтобы попасть на грандиозную распродажу. И сразу, как только мы зашли в этот магазин, огромный магазин с большим выбором, оценив поверхностно товары, я решила, что зря мы приехали, мне как-то ничего сразу не понравилось, я решила, что здесь товары все не в моем стиле, не в моем вкусе. Но, оказывается, нужно было внимательно все осмотреть, покопаться в этих вещах. И в итоге мы за 1,5-2 часа набрали вещей 2 огромных кулька. Вот. Но единственный недостаток, что в этом магазине не было примерочной. Кое-что я так на себя попыталась там сверху на одежду примерить, чтобы хотя бы понять вообще, в принципе, я влезу в эту одежду или нет. Но, в общем, дома, как говорится, в целом меня ждал сюрприз. И вот сейчас, как я и вам и обещала, мы вместе с вами посмотрим и рассмотрим и оценим наши находки.
я себе выбрала одежду из хлопка. Некоторые модели даже из органического хлопка, он более прочный по сравнению с обычным. Платье еще и с добавлением эластина в составе. В общем, все, что я купила, удобно носить в жаркую погоду. Это очень важно. Ткань пропускает воздух и не удерживает лишнюю влагу. Все пошито в Индии. Бренд Pact. Многие наряды этого бренда у меня. Значит, я нашла его в интернете, но точно таких же моделей, к сожалению, я не нашла, но что-то похожее стоит в районе 2000 рупий. Я же купила себе по 200-300 рупий за единицу. Были там стойки и с более дорогими товарами. Парам, например, одну из рубашек купил себе за 800 рупий, Tommy Hilfiger. И на ней прямо висел родной ценник – 5000 рупий. Качество отличное. Ну, вы знаете, да, попадая на распродажу, мы всегда рискуем купить что-то не то. Низкие цены могут скружить нам голову. Но я подошла к покупкам с умом и действительно сэкономила, при этом купив отличные вещи. Все, закончился показ мод. Пишите в комментариях, как вам, как вы считаете, на ваш вкус наряды стоящие или не очень. Я просмотрела видео, мне понравилось в целом все. Кстати, снимал меня Артур, он сегодня оператор. Давайте ему поставим огромный жирный лайк. Спасибо большое. Он и квадрокоптером управлял, и так на телефон снимал. Вот, показ мод от Парама, я не знаю, будет позже или просто вы потом уже в следующих сериях увидите, потому что его сейчас нет. Он уехал в Нерал, плитку выбирает. Сейчас нужно выключить ненадолго камеру, так как едет поезд, будет очень шумно. Я думала, это лист, это дрон падает. Так, ну а сейчас вы посмотрите видео, которое не попало в предыдущую серию. После того, как мы совершили покупки, у нас осталось еще свободное время, и Парам предложил прогуляться, пойти в парк, еще некоторые места посетить. Ну, я думала, что это будет самая обычная прогулка, но оказывается, у Парама была цель, у него была важная миссия посетить одно конкретное место, которое для него очень много значит. Ну, вы сейчас все увидите. Так что, друзья, я вам желаю приятного просмотра. Итак, мои дорогие зрители, мы сейчас находимся в парке в Мумбаи. Парам, расскажи, где конкретно мы сейчас находимся? We are now in Rajawadi. Значит, друзья, мы сейчас находимся в парке, который расположен рядом с госпиталем. И Парам предполагает, что вот эти вот люди, которые сейчас лежат на лавочках, некоторые спят, некоторые просто отдыхают там в телефоне. Скорее всего, они приехали, возможно, из пригорода навестить своих родственников. И вот сейчас они вот так вот проводят время в ожидании. Очень часто в Индии можно встретить в парках отдыхающих или спящих людей. Вот. Вообще удивительно, обычно в это время парки в Мумбаи закрыты. Ну, давайте посмотрим, раз этот парк открыт, как проводят здесь время люди. Сидят, общаются, пары, красивый зеленый парк. Там есть площадка детская, но на площадке особо никто не играет, потому что в это время, когда солнце в зените, в основном все прячутся, проводят время дома, выходят либо утром или поздно вечером. Рядом с госпиталем, с больницей, посмотрите, сколько много скорых помощи здесь расположено. Также видите, здесь вот коровок почему-то прогоняют. Они хотели полакомиться на мусорке, что-то поискать там вкусненькое. Hello. Where are you from? I'm from Ukraine. Okay, thank you. Very nice city. Inside many buildings. This is hospital. Inside many buildings. За этими воротами находится госпиталь. YouTube ID. Do you want to say something? I'm good. Say some stories about yourself. Расскажи что-нибудь о себе. Раз уже попросил линк, I'm Indian. чтобы интереснее было смотреть видео. Ghatkopar East. इसमें क्या काम करते हो? My work in cows farm house.
Cow farm house. किधर है? Я закончила медучилище по профессии, я фельдшер-лаборант, и какое-то время я работала в клинической лаборатории одной из больниц. See that boy coming with cow. И знаете, как-то очень тяжелое чувство, очень тяжело там было находиться, поэтому я оттуда быстренько сбежала. Когда к тебе приходят люди, пациенты, ты берешь кровь, а на следующий день ты узнаешь, что этого человека уже нет в живых. И когда однажды ко мне пришла пациентка молодая, девушка, 30 лет, и я узнала, что у нее цирроз печени и еще много других заболеваний. Я уже поняла, что она приговорена, и в то же время мы за эти 5 минут, пока я у нее брала кровь, успели как-то пообщаться, ну, можно сказать, как подружиться, какой-то контакт произошел. Я ее до сих пор помню в лицо. Ну, в общем, не каждому это дано. Врачи – это особенные люди. Я не смогла быть в этой профессии. This cow is traditional. Что? Why is there many cow here? Почему так много коров здесь? Oh my God, big business. This is. Парам говорит, что это самый сейчас топовый бизнес в Индии. Ой, боже мой, вы меня чуть не задавили. Ну, не очень просто снимать видео и передвигаться по индийским улицам вместе с коровами. Коровы ничего не боятся, их все объезжают, а меня не факт. Так, Седан решил показать нам свою ферму, на которой он работает. Окей, Седан шоу. Вы видите, сколько здесь корма для коровок. Ага, фуд. Grass. И здесь живут, я так понимаю, коровки, вот эти вот бродячие. Приют для коров. Вы посмотрите, посреди города. So it's a cow walk in the streets, да, like this cow? No, А? little there. Говорит, ну некоторые гуляют, а некоторые здесь. Но я так понимаю, что дойные коровы стоят все время в стойле и их доят. А те, от которых особо никакого толка, гуляют по улицам и питаются в мусорках. Говорит, не заходите туда, там опасно. Парамкер, Артур, пожалуйста. Коровы, особенно быки, бывают опасны. Быки могут быть, мы не знаем. Видите, здесь водичка чистая, свежая. Сколько много? Inside because now remove milk. So when cow shouting, they not give milk. So that's why they not allowed inside. Ага, значит, нужно сейчас соблюдать порядок, спокойствие. Коров сейчас доят, и они в такой вот обстановке могут не дать достаточно молока. Нужна особая атмосфера, да, коровки? Give water, food. वो काकाश का कौन निकालता है? वो रिमूव काकाश का. इसका संडेस का ये गोबर कौन निकालता है? Парень ухаживает за коровами, дает им еду, чистит. Вольер, господи, не вольер. Что это, как это называется? Напишите в комментариях. They make pregnant like that. How it is not that he not give milk. कैसा लीटर? 100 rupees. Здесь дорогое молоко в Матаране 60 рупий, здесь 100 рупий. Я все-таки тихонечко сниму на видео, как здесь доет. Видите, вручную парень доит коровку. Парам кричит, уходи, говорит, не надо их нервировать. Вот еще хочу вам показать. Буквально вот переходим улицу, и здесь салон. Мужчина бреется. Mumbai like this salon. Only like take in this all box and go every walk, sit anywhere what they want. Ага, я They так do поняла, like this. что этот See, drinking мужчина water, how they do. парикмахер, который... У него нет арендованного места, он берет с собой вот этот вот ящик, чемодан и где угодно принимает клиентов везде. Ну, достаточно, видите, как культурно даже. Интересно, да, что здесь находится в этом ящике. Что-то находится, грязное полотенце, еще какие-то инструменты. Anyone, this is not company garage. Значит, перевожу. Здесь находится автосервис, ну, такого же плана, как и парикмахерская, без лицензии, без ничего. Очень дешево. Здесь можно отремонтировать свои машины, байки, наверное, тоже.
Вот так вот. И мы сейчас находимся в Мумбаи. Не где-нибудь там в деревне, а в центральной части Мумбаи. Newspaper coming now. After reading, they want throw it. They sell for money here. Ага, ну здесь So, вот пункт over приема to- бумагу. Like that. There 20 rupees salon, here 150 rupees. Same. Вот здесь тоже парикмахерская. Значит, там до этого мы видели парикмахерскую, где за 20 рупий могут побрить, а здесь за 150 рупий. 150 рупий. Давайте посмотрим. Ну, здесь, посмотрите, тоже, да, много клиентов. Ladies. Кондиционер, там и женщины, и Ladies мужчины. Конкуренция. Good, good. Thank you. Так, все, до свидания, спасибо большое. Oh, you want link? Смотрите, здесь СПА-процедура из-за того, что мало места в помещении. Ну да, аренда дорогая, и вот они расположили на улице, что здесь вот можно на свежем воздухе принимать СПА-процедуры. У меня муж очень хороший экскурсовод. Можно вообще камеру не выключать. Он постоянно что-то рассказывает и показывает интересное, на что на самом деле я могла не обратить свое внимание. Итак, следующая наша остановка штопором. Что здесь want происходит? Объясни. No, you want some money, this cow. You want give food, this. That's why. Может быть, я тоже хочу денег. Yes, 100 rupees even. Говорит, он просит 100 рупий. 10 रुपए ठीक है लो Да, это, как говорится, новый уровень у попрошаек. Он сидит вот с красивой вот такой вот буренкой, сам такой вот, видите, наряженный, с барабаном и просит денег. 400 Если бы он просто, 500 he make. говорит, он уже заработал 500 рупий. Так а у нас еще 3 часа дня. Give him money Huh? for this cow. Of course, the people give food, and for him food. Ну, что, мол, деньги он собирает на кормление этой коровки. Корова в Индии священное животное. С ней просто так сидит, а работает. Cow is our God. Ага. We like mother, our И mother. Парам тоже, да, не удержался, но расчувствовался. Как бы на это и рассчитано. Окей, say thank you. What's cow name? Name cow? Lakshmi. Лакшми. Лакшми. Коровку зовут Лакшми. And आपका नाम? Shankar. Окей, nice to meet you. Приятно познакомиться. Вот, я еще вам немного. Панджаби people. Good. Молодые парни, панджаби. Значит, вот, я же хочу вам все-таки показывать не только, да, вот какие-то там страсти, трэша, то обратите внимание, какая красивая улица, сколько здесь растений цветущих, как здесь чисто, какие здесь дома, какая архитектура. Juice-центр, здесь продают свежевыжатые соки. Тенистая достаточно улица, посмотрите, как кроны деревьев закрывают, создают тень. Здесь вот, видите, мужчина убирает мусор, в основном это опавшая листва. Все интересно на самом деле. Как, знаете, Мумбаи немножечко приелся, поэтому я люблю куда-то выезжать и смотреть на все происходящее свежим, незамыленным взглядом. Парам говорит, вот здесь отели, а работники отеля вот так вот кушают, обедают. Сейчас время обеда, обеденный перерыв. Сидя, чуть ли не стоя. Ну и мы тоже решили зайти в это заведение, в это кафе или ресторан, чтобы перекусить. Аквариум. Смотри, рыба целует. Да, такое впечатление, что огромный аквариум. На самом деле здесь, посмотрите, какая ширина. Боже мой. Здесь рыбы вообще есть? Ну, да, есть. Видите, больше как для красоты, как картина висит. А на самом деле здесь рыбы живут как-то, выживают. Обычно, когда мы уезжаем в Мумбаи погулять, мы вместе выбираем заведение, в котором мы посидим,
пообедаем или поужинаем, смотря по времени. А тут вот Парам именно конкретно говорит, давай остановимся вот в этом вот кафе. Сейчас я вам еще специально его покажу. То есть он целенаправленно сюда шел, вел нас, даже не спрашивая мнения мое или Артура. Говорит, мы будем здесь сегодня обедать. Ну, а что здесь происходит? Ой, посмотрите, какая интересная машина, которая измельчает томаты, помидоры. Расскажи нашим зрителям, почему мы остановились именно в этом кафе. Because 15 years back I may work here. That's why I take here. Да, представьте себе, я постоянно узнаю что-то новое о своем муже, но мы уже много раз вместе с вами посещали ресторан Нагина. Сейчас это называется Нирвана, в котором Парам работал в течение нескольких лет. Оказывается, вот в этом вот, в котором мы сейчас побывали, кафе или ресторане, я даже не знаю, как правильно назвать, я уже не знаю, потому что мне в комментариях постоянно пишут, что это забегаловка, там, что-то так называешь. Короче, в этом заведении Парам работал. Это первое заведение, в котором он работал после переезда из Карнатаки сюда, в Мумбаи. И здесь, именно в этом кафе, он познакомился вместе с Маночем и Правином. Маноч и Правин сейчас живут и работают в Нерале, рядом с нами, рядом с Матераном. Вот так вот, друзья, видите, как интересно. И Параму было очень интересно остановиться именно здесь. Говорит, первый раз после 15 лет он здесь, в этом кафе остановился. Но, естественно, все поменялось, никого знакомых там нет. Что, Парам? Пав-баджи, говорит, покажи, как здесь готовят пав-баджи. Пав – это такая вот булочка, да, и булочка с тушеными овощами. Господи, я думала, чего... И Парам говорит, что вот это вот кафе, я вам показала, такое маленькое кафе, там не так много столиков. Он говорит, что там работали Парам, получается, Маноч, Правин и еще один парень. 4 человека, 4 официанта там было. Говорит, что там очередь, но на самом деле это не просто кафе, а бар. И говорит, особенно по вечерам там очередь стоит. И некоторые даже платили как чаевые, экстра-мани этим официантам, чтобы обеспечили столиком, потому что такая вот конкуренция. Ну, то есть у них там был свой, как говорится, бизнес, экстра-мани, помимо зарплаты. Это он тут очень хорошо зарабатывал. Так, а сейчас мой муж привел меня к киоску, где продается пан. Я думаю, многие из вас, кто интересуется Индией, знают, что такое пан. Это такая вот жевательная смесь, которая заворачивается в листик бетеля, и туда обязательно входит в состав известь, для того, чтобы усваивались все ингредиенты. Обычно пан стоит, недорого, там 20 рупий, 30, максимум 50, а тут Парам говорит, что этот пан стоит очень дорого, в районе несколько тысяч. No, what special this pan? Here very special pan. कौन सा जर्दा. Вот видите, сюда, в этот магазин приезжают мужчины на дорогих машинах. Вот посмотрите, какие представительные мужчины, а? He from 30 kilometers from here he coming for eat pan. То есть далека, из 30 километров отсюда приехали сюда мужчины для того, чтобы купить пан. Потому что здесь он продается с такими вот ингредиентами особенными. Вот даже сюда приезжают люди, которые планируют устроить первую брачную ночь, и для того, чтобы все прошло на отлично, они здесь покупают пан, потому что какие-то такие вот афродизиаки, что ли, туда добавляют, какие-то, типа виагры. Очень много, вот посмотрите, давайте вместе с вами. Какой огромный выбор ингредиентов, все, что добавляется сюда. Вот это вот бетель, листья бетеля.
They don't want to say secret. Ну masala. да, они не хотят рассказывать подробности, конечно же, да, чтобы не повторили. Много конкурентов, это очень популярное место. Парам знает об этом месте, и многие индийцы, да, сюда приезжают. Но чтобы вы понимали, что здесь очень-очень-очень-очень дорогой пан продается в районе 1000 и 2000 рупий. А вот эти вот мужчины рассказали, что они в течение 25 лет сюда приезжают за паном. Ну а так вообще этот киоск работает 50 лет. Какие-то особые рецепты они знают. Ну что, может быть, мы тоже что-то купим? So maybe we also buy. Я на самом деле, не люблю эту жевательную смесь. Пару раз пробовала, но мне особо не нравится. Это в принципе, да, для чего это? Для улучшения пищеварения и для того, чтобы, взбодриться, как кофе. Но на самом деле много и других свойств имеет этот жевательный табак. И буду с вами уже прощаться. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю. Обязательно подписывайтесь, кто этого еще не сделал, чтобы не пропустить наши новые интересные серии. Кстати, впереди вас ждет очень интересная серия. Вот, но не буду рассказывать, да, сохраню интригу. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.